Сложно живется электромобилистам. Ездят тут всякие на ДВСах, мешают. Вот еще два нюанса, о которых хотелось бы рассказать. ДВСники могут с полным правом припарковаться здесь. Бойкое место пустым не бывает. Подключился только со второго раза. Два ряда стоят машины в сторону польской границы. А это мое любимое место для зарядки в городе. Я называю его пристанищем. Что-то у нас все тест-драйвы какие-то, тест-драйвы. Мы проверяем зарядки на скорость зарядки. Извините за тавтологию. А сегодня мы решили провести немножко другой тест-драйв. Так сказать, осветить будни простого электромобилиста в столице, в Минске. С какими проблемами сталкивается, легко ли найти место для зарядки, как часто их занимают автомобили с ДВС. Поэтому будем проверять, насколько легко или сложно живется электромобилистам, ну, как минимум в Минске. И начнем сразу же с места в карьер, с зарядки в спальном районе. Ну вот классика, спальный район, зарядки в Сухарево. 3 столбика для медленной зарядки 22-киловаттной, причем средний из них не работает уже 2 месяца, хотя обещали починить за месяц. И одна станция быстрой зарядки 50-киловаттная. Сейчас 3 часа, начало 4-го, это спальный район, здесь никого нет, поэтому, пожалуйста, приезжай, заряжайся, не хочу. Интересный факт. Существует отдельный чатик в Вайбере именно вот этой вот парковки, где установлена зарядка, и там владельцы электромобилей между собой обсуждают, кто, когда, во сколько приедет, уедет, отъедет, чтобы не лазить в приложение, не смотреть, занято, не занято. Всегда знают, ребята. Но проблемы возникают уже на стадии приближения к концу рабочего дня, когда сюда съезжаются все автомобили. Никакого знака о том, что это парковка для электромобилей, здесь нет. Соответственно, ДВСники могут с полным правом припарковаться здесь и сказать: ребята, ничего не знаю, я здесь паркуюсь, мест нет, вдоль дороги не хочу, вот свободно. Ну и вот еще одно место, тоже в спальном районе, в том же Сухарево. 6 зарядных станций 50-киловаттных. Вроде бы так далеко от торгового центра, через дорогу находится. Тем не менее, смотрим. Вот наша электричка. Раз, два, три. 3 машины стоят с ДВС. Вечером. Ну да. Шансов мало. В Серебрянке заряжался, 3 раза. Только с 3-го подхода смог. Наверное, не дотянется. Все. Ладно, мы тоже поедем. Все, спасибо, удачи. Хорошего, все, да. всего доброго. Не через порог. Да. Вот мы пообщались с владельцем BMW i3, который здесь периодически заряжается. Сказал, что после 7 часов вечера шансов встать на эту зарядку нет вообще. Все будет занято автомобилями с ДВС. Ну и, к слову, о качестве работы зарядных станций. Вот человек подключился только со 2-го раза, заработала колонка. Еще отметим, что здесь нет знака «Стоянка для электромобилей». Соответственно, опять же, владельцы машин с ДВС могут на законном основании занимать эти места, и остается взывать только к совести. Едем дальше. Ну что, мы продолжаем фиксировать типичную картину для столичных зарядных станций. Вот, пожалуйста, 6 зарядных станций 50-киловаттных. 4 места заняты автомобилями с ДВС. Ни один из них на электричку вообще не похож. Это обозначенная парковка для электромобилей. 6 мест. А это мое любимое место для зарядки в городе. Я называю его пристанищем, потому что каждый день, практически в любое время, здесь вот такой вот торговый центр, Макдональдс, есть паркинг прекрасный, но, тем не менее, здесь практически всегда занято. Иногда подъезжают таксисты на болтах тут подзарядиться, но в целом классическая ситуация. Вот между 2 машин нужно щемиться к быстрой зарядке. При этом обратите внимание, что вот 3 столбика еще медленной зарядки, и там стоят только ДВСы. Там не вщемится ни один электрокар. Ну, в принципе, если бы мне нужно было зарядиться, то еще, наверное, немножко повезло. Мне хватило запаса и мне, и вот этому проводу для того, чтобы дотянуться до разъема. Вот. Но такое бывает нечасто. Еще одно хлебное место. Ну, под хлебным местом я имею в виду то, что парковочные места здесь, скорее всего, будут заняты нахлебниками, то есть автомобилями с ДВС. Да? Это торговый центр Европа на Сурганова. Вот мы приехали, видим здесь 3, почти электромобиля. Да? Вот этот Smart, он, по-моему, не выездной, судя по буксировочному крюку, вкрученному и без номеров. И стоят еще Volt, это гибрид подключаемый, и Range Rover, это тоже подключаемый гибрид. Оба стоят на зарядочке. И, на удивление, обед
День, разгар рабочего дня, есть свободные места, можно без проблем припарковаться. Вот даже мы подъехали, был свободен столбик на 50 киловатт, и вот столбики для медленной зарядки тоже как минимум 2 места свободно. Поэтому, ну, наверное, при определенной доле везения на Сурганова возле торгового центра Европы можно в обеденное время зарядиться. Вот еще 2 нюанса, о которых хотелось бы рассказать на этой электрозаправке. Очень узкие места парковочные. То есть, смотрите, вот я припарковался практически вплотную к бордюру, с трудом вышел из водительской двери. Ну и вот Шкода стоит не на своем месте. Нет, почему на своем? На своем, одно место здесь зарядно. И вот посмотрите, он тоже не сказать, что сильно далеко от бордюра отъехал, но тем не менее 2 машины еле помещаются. Если здесь станут 2 Теслы широченные, то дверь точно будет сложно открыть. Всего на этой парковке 7 мест для зарядки электромобилей, но интересно, что обозначены из них только 5. Вот одно место и 2 по 2. А над одним из столбиков знак повесить почему-то забыли. То есть, по идее, там могут парковаться автомобили с ДВС вообще без зазрения совести. Ну, как говорится, бойкое место пустым не бывает. Вот подъехал Ford Fusion, гибрид подключаемый. Вот сейчас будет товарищ заряжаться от медленного столбика. Еще одно место, которое мы решили проверить, не совсем в центре города, но в очень оживленном месте находится. Это кадастровое агентство, сами понимаете, трафик здесь огромный, хотя и парковка приличная. Здесь обозначены 4 места для электромобилей, стоят 4 столбика для быстрой зарядки, но, что интересно, подобраться к нему можно как с одной стороны, так и с другой. Поэтому, если занято здесь, то можно попробовать заехать с другой стороны к столбику зарядному и подсоединить автомобиль. Но вот видим, из условно 4 мест у нас сколько занято? Одно. Всего одно из 4. Это уже хороший показатель. Причем, опять же, разгар рабочего дня. Поэтому, если нужно зарядиться в обед, можно смело ехать сюда. Наверняка парочку мест всегда будет. Вот мы еще на улице Заславской, возле магазина соседей. Здесь очень много жилых домов. Поставили 6 столбиков. Правда, пока идет ремонт дороги, и к ним вообще нет никакой возможности подобраться, только если у вас не электрический внедорожник. Но в любом случае столбики пока еще не видны в приложении Маланки. Но когда появятся и когда приведут в порядок дорогу, уверен, что здесь будет такая же история, как и на большинстве зарядных станций. Рядом магазин, рядом много жилых домов, соответственно, вечером вы сюда не вобьетесь. А сейчас мы попробуем пробраться к зарядке, которая находится на территории, по белорусским меркам, прям настоящего небоскреба. Тут в любое время вообще, ночью, днем, утром, неважно. Куча машин, тут просто даже вот заехать сюда проблема. Сейчас узнаем, есть ли свободные места на зарядке. Потому что паркуются здесь практически на ушах друг у друга. Да, то есть мы не можем пока просто сюда въехать, не то чтобы стать на зарядку. Что мы уже близко, вон целых 6 мест. 6 мест, ребятушки, сейчас мы тут зарядимся, да. Да, конечно, заряжаемся, смотрите. 2 ряда стоят машины. 6 мест. Но я вот не уверен, что здесь вообще за все время, что существуют вот эти вот зарядки, зарядился хоть один электромобиль. Потому что, если ты не приехал сюда в 7 утра до начала рабочего дня, то тут нет шансов вообще впереться. Либо, возможно, местные жители тут каким-то образом заряжаются ночью. Поэтому других вариантов здесь нет, как видите. У нас очередной бизнес-центр, Немига Сити, по-моему, называется. Уже конец рабочего дня, почти 6 часов. Соответственно, вот 6 столбиков быстрой зарядки. Из них 2 заняты автомобилями с ДВС. Нормально, да. Один только что уехал, кстати, буквально минуту назад. Как обычно, в конце рабочего дня здесь можно зарядиться. Смело сюда приезжайте, ставьте, машин не будет. Но с утра без шансов. Вообще, все эти зарядки возле бизнес-центров – это такой вариант для трудоголиков, да. Если вы хотите прям работнуть, остаться после 6 часов и повкалывать, то это все для вас. Приезжаете, ставите машину в офис и до ночи пашете. А как еще купить электромобиль в Беларуси? И вишенка на торте нашего сегодняшнего рейда по электрическим заправочным станциям. Ездят тут всякие на ДВСах, мешают снимать. Возле торгового центра Евроопт Гипер есть столбик медленный, но он, самое главное, бесплатный, совершенно бесплатный. Поэтому здесь машины есть всегда. Большинство владельцев электромобилей в программе PlugShare отмечаются, сколько собираются стоять. Вот эта Тесла, мы ее засекли еще до обеда, до начала съемок. Она будет стоять здесь 7 часов.
Этот вольт скоро зарядится. Ну, мы здесь не будем заряжаться, нам это не надо. Сам факт, что в Минске, ну ладно, не в Минске, за МКАДом есть абсолютно бесплатная зарядная станция. Но чтобы попасть на нее, нужно внимательно отслеживать программу PlugShare, чтобы она была свободна и как-то вот попасть сюда. А вот посмотрите, как элегантно решили проблему зарядных кабелей, которые вот, ну, отдельные, да, то есть он втыкается сюда, то есть наоборот, это сюда, это в машину, или наоборот, это сюда, это в машину, да. Вот, вроде кажется, он болтается, висит, но смотрите, вот здесь он засунут в такую железную петлю, ну и, соответственно, вытащить ты его не можешь. Но, конечно, если жизнь заставит, то болгаркой перепиливается вот эта вот петелечка, и ты со скрученным кабелем бежишь в сторону польской границы. Наверное, надо подвести маленький итог нашего сегодняшнего путешествия по зарядным станциям. Иногда, кажется, складывается мнение, что как-то Маланка располагает свои зарядные станции абсолютно хаотическим каким-то способом. Где-то их много, где-то их мало. Чаще всего они располагаются вот в спальных районах, там, где вечером ты не присунешься, либо возле бизнес-центров, где ты днем не присунешься. Поэтому для оптимальной заряд есть два варианта. Днем вы заряжаетесь в спальных районах, а вечером едете в центр к бизнес-центрам и заряжаетесь там. Тогда места будут 100%.